Всем привет, с вами Елена, и это канал Вот бы мне. Друзья, в одном из наших прошлых видео я рассказывала о том, как можно на сайте проверки результатов проверить, пришло вам приглашение на собеседование или нет, если вдруг переживаете, что письмо на электронную почту могло не дойти. Если еще не смотрели то видео, обязательно это сделайте, чтобы не пропустить дату интервью. А сегодня я расскажу про еще один способ проверки статуса вашего кейса, который стал доступен победителям лотереи Green Card DV 2022 с 1 января 2022 года. Итак, для того, чтобы проверить и узнать, в каком статусе находится ваш кейс, необходимо зайти на сайт Консульского центра США по электронным обращениям, ссылку на который я оставлю в описании, и ввести свои данные. Верхнее поле оставляем без изменений, ведь проверять мы будем иммиграционную визу. В следующую строку под названием Immigrant Visa Case Number вводим ваш номер кейса, предварительно убрав лишнее 0 из него. То есть, если ваш полный номер кейса был 2022 Европа 500100, все нолики перед сотней убираем и вводим данные. Ниже вводим проверочный код с картинки и нажимаем на кнопку Submit. В открывшемся окне вы увидите статус вашего кейса, и там может быть несколько вариантов. Если сверху написано at NVC, это значит, что ваш кейс по-прежнему в консульском центре Кентукки и пока что не готов к назначению на интервью. Если вы видите надпись In Transit, это значит, что ваш кейс находится на этапе отправки из консульского центра Кентукки в посольство, и, возможно, в скором времени вы получите свое приглашение на интервью. А вот если вы видите надпись Ready, это значит, что ваш кейс уже готов к назначению собеседования, и вы должны были получить уведомление. Если такое письмо вам на почту не приходило, воспользуйтесь инструкцией с нашего другого видео, чтобы проверить дату назначенного интервью на сайте DV Program. Кроме того, уже после прохождения собеседования вы также сможете отслеживать статус вашего кейса и получения визы. Иногда на собеседовании вам могут не сразу сказать, одобрят вам визу или нет, и направить ваши документы на так называемую административную проверку, которая может длиться, насколько я знаю, как несколько недель, так и несколько месяцев в редких случаях. В таком случае при проверке вашего кейса вы увидите надпись Administrative Processing, и до того момента, как она не изменится на Issued или Refused, ваши документы будут находиться на рассмотрении. Соответственно, когда вы увидите надпись Issued, это будет означать, что ваша виза одобрена, и в ближайшие дни вы получите свой паспорт с заветной визой внутри и сможете отправиться в США. А вот если вы увидите надпись Refused, это означает, что в визе вам отказали, правда не всегда. Со статусом Refused на самом деле небольшие непонятки. Если на собеседовании вам прямым текстом не сказали, что в визе вам отказано, а ваш кейс не был отправлен на дополнительную проверку, статус Refused после собеседования может быть промежуточным и через несколько дней изменится на Issued. Есть информация о том, что если количество текста в окне проверки небольшое, то, скорее всего, визе не отказано и необходимо просто подождать несколько дней. А если текста много, это может означать отказ. Но из этих правил есть исключения, и визы получали те, у кого текста в таком уведомлении было много. Так что не стоит паниковать раньше времени, если собеседование, по вашему мнению, прошло хорошо. Просто проверьте статус через несколько дней или дождитесь получения своего паспорта на руки. Я думаю, эта информация была полезной, и теперь вы легко сможете отслеживать статус своего кейса, не переживая, что письмо приглашения могло попасть в спам и не дойти. А мы, как и всегда, будем делиться самыми свежими и актуальными новостями на тему лотереи Green Card максимально коротко и оперативно. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами. We'll be right back.